Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас на новой лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной Вселенной. Дополнительную интересную и полезную информацию за пределами лекций, ответы на вопросы о жизни после смерти и даже мини-влоги о моей жизни вы найдете в нашем телеграм-канале. Ссылка на него в описании видео и на экране. Ну а сейчас начнем. Почти всех волнует, как встретиться с родными и любимыми после смерти. Но сегодня я подробно разберу другой, как ни странно, очень часто задаваемый многими вопрос. Как не встретиться на том свете с родственниками, которые наломали дров, опостылили и надоели уже на этом свете? Прежде чем перейти к непосредственному ответу на этот вопрос, важно разъяснить вот что. В нашей книге «Жизнь после жизни есть, я знаю. Путешествие скептиков в потусторонний мир», а также в известном вам курсе видео на этом канале я излагаю результат изучения накопленной человечеством за несколько тысяч лет информации о потустороннем мире, жизни в нем после так называемой смерти и ее обобщения. Используя наши ресурсы, я представил свои доказательства и фотографические свидетельства паранормальных явлений, произошедших со мной после ухода на тот свет самого родного и близкого мне человека. Эта информация, эти явления и факты наглядно и уверенно подтверждают, что смерть – это вовсе не конец, а наоборот, начало новой, более полной и прекрасной жизни. Что всех нас ждет встреча с родными, любимыми и близкими, когда придет наше время совершать великий переход у человечества, называемый смертью. Должен признаться, и книга, и видео, и статьи, да весь комплекс созданных материалов, неожиданно даже для меня, их автора, явно под влиянием моего духовного соавтора, уже знакомого многим из вас Дани, получились очень позитивными и оптимистичными. Они дарят светлую надежду, уверенность в грядущем воссоединении с любимыми и утешение. Примечательно, что это не задумывалось специально. Я вообще ничего не планировал. Так получилось естественным образом. Однажды вечером я услышал внутри родной голос, который посоветовал написать книгу, разделив важные знания с другими, и решил прислушаться к нему, хотя в тот момент мне было совсем не до этого, и вообще было ни до чего. Не забывайте, что писать первую книгу я начал в самой низшей точке острейшего периода горя, и по идее наоборот, она должна бы была получиться очень печальной и депрессивной. Но нет. И книга, и все остальное вышло и продолжает выходить светлым, позитивным и прямо веющим любовью и надеждой, при этом базируясь на вполне достоверных источниках информации, а не являясь самообманом или обманом тех, кто только хочет, чтобы я сказал именно это. Я ведь ничего не выдумываю, не измышляю и не добавляю от себя, как думают многие скептики, а лишь обобщаю уже имеющуюся в тысячах книг и научных статей информацию и доказательства и раскладываю все это по полочкам, выражая в довольно простой и удобной для познающих форме. Когда книгу впервые начали широко читать, я стал получать множественные вопросы, ответы на которые и даю в других наших работах и на этом канале. И вот когда во мне уже вовсю устанавливалось новое восприятие жизни, доброе, светлое и позитивное, получая и разбирая эти вопросы, я был крайне удивлен, что периодически повторялся один и тот же, казавшийся мне поначалу очень странным вопрос. А если я не хочу на том свете встречаться с родными, которые мне опостылили уже на этом? Неужели придется? И зачем мне такая жизнь после смерти? Не хочу. Странным этот вопрос мне казался потому, что я не мог понять.
Как можно страстно желать не встретиться с кем-то из родных людей? Но потом, задумавшись, вспомнив свою собственную историю с некоторыми членами моей семьи и долго жившую во мне уверенность, что я не хочу и никогда не захочу их видеть, Боже, меня спаси от этого, я поставил себя на место других людей и понял природу этого вопроса. Действительно, множество людей еще в детстве становятся жертвами токсичных отношений с родными людьми, родителями-алкоголиками, тиранами, абьюзерами, прочими жестокосердными родственниками. Они страдают на протяжении всей жизни, так и не сумев преодолеть это непростое испытание. Если взглянуть на ситуацию с их точки обзора, все становится логичным. Конечно, кому захочется продолжать самые тяжелые психологические мучения и после смерти. К настоящему моменту, в результате своего духовного путешествия, лично я пришел к миру в душе в отношении себя и своих родных. Я простил всех за их ошибки и в свою очередь попросил прощения за свои. Это подарило мне массу позитивной энергии, покой и желание быть рядом со всеми, независимо от того, какие конфликты разделяли нас во время земного воплощения. Но я понимаю, не всем выпала возможность пройти тем же путем, что и мне. Не всем на этом пути так эффективно помогали духовные наставники, живущие и ранее усопшие любимые. И потому определенное непонимание, заблуждение, некорректное восприятие реальности, своего места в нем и ошибки могут оставаться. Но это не беда, потому что мы обязательно разберем все белые пятна и постараемся получить максимальное понимание грядущего мира и личной духовной природы человека, насколько это только возможно сделать из мира материального. Итак, главная движущая и определяющая все во Вселенной сила и энергия – это любовь. Именно по ее соответствию человек после смерти притягивается в тот или иной счастливый или ужасный мир. Именно по ее соответствию он занимает то или иное положение на том свете. Именно по ее соответствию он начинает заниматься той или иной работой там. И само собой, именно по ее соответствию он встречает там тех или иных людей, притягивается к ним и продолжает совместный с ними путь. Будьте внимательны, друзья, это краеугольный для понимания вообще всего момент. Встречи на том свете происходят исходя из наличия уз искренней и взаимной любви между встречающимися. При этом неважно, кем приходился вам этот человек в жизни, имели ли вы с ним кровные родственные связи или нет, заключали ли брак, венчались ли в церкви или нет, пятый по счету муж он вам был или первый, и представлял ли именно романтический интерес, или это была братская, семейная, дружеская связь. Важна только искренняя и взаимная любовь. Именно она гарантирует встречу после смерти, сколь бы много ни прошло времени с момента разлуки и сколь много событий с тех пор бы не случилось. Обобщенная информация изучения того света показывает, что в момент смерти душа каким-то образом посылает неосознанный телепатический зов, на который немедленно являются родные ей души, чтобы помочь, сопроводить, защитить и объяснить, что предстоит впереди. Большинство умерших и затем реанимированных пациентов, поделившихся своим опытом околосмертного переживания, рассказывают о таких встречах. Отчеты спиритической коммуникации также обнаруживают эту связь. Информация, полученная в результате использования средств инструментальной транскоммуникации, ясновидческих способностей экстрасенсов и медиумов, тоже говорит об этом. Никто не умирает в одиночестве. Существуют определенные осложнения, когда смерть происходит внезапно и насильственно, например, в результате убийства, мгновенной и неожиданной катастрофы, какого-либо другого моментально развившегося события. Избитый с толку дух, по-видимому, не успевает послать такой зов. В этом случае ему приходится какое-то небольшое посмертное время провести одному.
Но затем помощь, духовные наставники, ангелы и близкие души все равно приходят. Поэтому, кстати, и важно помогать усопшим теми способами, о которых мы рассказали в отдельном видео ранее. Живущие вполне способны призвать на помощь родных усопшему духов. Они, как правило, и представляют собой именно тех существ, с которыми у умершего человека во время земной жизни была взаимная позитивная связь, любовь или искренние добрые отношения. И все же в редких случаях встречать умершего приходят и другие родственники, те, с которыми у него были конфликты и неприятные отношения, те, кто вредил ему, доставлял страдания или боль. Пьющая мать, колотившая ребенка, пока он не стал совершеннолетним и не ушел из дома, отец-тиран, который так и не смог принять сына или дочь, пока сам не покинул этот свет, злобная мачеха, отравившая человеку все детство и так далее. Отчеты показывают, что в таких случаях эти родные обычно сразу же просят прощения или доступно объясняют мотивацию своих поступков так, что никаких вопросов к ним не остается. В этих случаях умирающий получает дополнительный бонус в виде развязанного узла, не дававшего ему покоя на протяжении всей жизни на земле, и огромные радости, освещающие ему дальнейшую посмертную дорогу. Я уверен, что и в этих случаях движущей силой такой встречи выступает любовь, пусть и несколько приглушенная былыми конфликтами и ошибками. Тем не менее, судя по всему, окончательное решение, общаться или нет, продолжать ли совместный путь на том свете или нет, всегда остается за переходящим. В целом, загробный мир устроен таким образом, что никто никого ни к чему не принуждает. Все определяет мера любви и ее соответствие всему вокруг. И если вы не хотите жить рядом с нелюбимыми родственниками или бывшим другом, значит и не будете. Взаимная же любовь сведет с родным человеком, несмотря ни на какие расстояния и преграды. Будет абсолютно все равно, воплотился он в новом теле или нет. Умер он на год раньше вас или 40 лет назад. Случилось это в одной квартире или вас разделяли континенты. Уже на этом свете многие окружают себя только добрыми, замечательными и прекрасными людьми. Логично, что на том свете сделать это будет гораздо проще. Некоторые из вас снова могут сказать, что все это нелепое теоретизирование и выдумки, но я отлично знаю, о чем говорю. Ведь моя жизнь почти полностью прошла в жесточайшем конфликте с моим родным отцом. Этот конфликт начался еще в детстве и десятилетиями отравлял существование нам обоим. Последнее, чего я мог бы желать раньше, это встретиться с родителем на том свете. Но сегодня я знаю, что несмотря на нашу войну длиною в жизнь, на самом деле мы приходимся друг другу самыми родными и близкими душами. И искренне радуюсь тому, что, завершив земной путь, мы снова будем вместе. Однако в подробностях эту увлекательную и захватывающую историю я расскажу вам отдельно позже, в другом видео. Сейчас же подытожим сегодняшний сюжет. Беспокоиться о том, что на той стороне придется жить в окружении пусть и кровно родных, но неприятных личностей, не стоит. Ввиду действия базового закона Вселенной соответствий этого не случится. Гораздо важнее еще при жизни отпустить этих людей и конфликты, которые вас связывают черной нитью негативной энергии и отравляют ваше физическое существование, закрывая от вас достижение целей и задач, с которыми вы пришли в этот земной мир. Как это сделать? Очень просто. Простить их и попросить прощения самим. Даже если кажется, что вы ни в чем не виноваты, и гордость не позволяет вам этого сделать. Прощением и просьбой о нем мы делаем счастливыми и себя, и того, у кого его просим. Мы облегчаем свою собственную жизнь и жизнь, а также посмертную судьбу другого человека, и улучшаем мир, в который он попадет после смерти. Не заблуждайтесь, прощение вовсе не означает попустительство,
одобрение совершенных кем-либо поступков и стимулирование к их повторению. Сейчас вам может показаться обратное, но вы никак и ни в чем не проиграете, если простите кого-либо. Прощение – это выигрыш во всех смыслах. Это акт освобождения. Освобождение в первую очередь себя, но и другого человека тоже. Акт помощи, любви и неравнодушия. Акт развития и роста над собою. А значит, это деяние несомненно входит в перечень добрых дел, ради которых мы и пришли в этот непростой физический мир. И мы должны приложить все усилия, чтобы достигнуть поставленные перед собой цели по наполнению Вселенной добром, светом и любовью. Не ждите смерти и переезда на тот свет. Освободите себя прощением и помогите освободиться другим уже сейчас. На сегодня это все, дорогие друзья. В следующий раз мы разберемся в вопросе, который тоже беспокоит немалое количество людей. Что будет, если после смерти одна из любящих половинок попадет в низшую неблагоприятную духовную сферу того света, а другая в высшую? Неужели они не встретятся? Все ответы в новой лекции. Жду вас на нашем канале, как обычно, послезавтра. Не забудьте про наш Телеграм. Там интересные публикации продолжаются постоянно, в течение всего дня и без выходных. Всего вам самого лучшего, прекрасного и замечательного.